Привет, друзья! StarLadder I-лига продолжается. Со мной год. Сергей Брагин. Кодовое название, имя Годейка. Вот, как-то так. И у нас интервью называется «Магическая шапка». Чье слово, тот и в шапке. Ну, поехали. Как дела? Бывало и лучше, но жизнь продолжается, дота продолжается, турнир в самом разгаре. Очень приятно видеть столько болельщиков, зрителей, тех, кому вообще не безразлично, кто доехал в эту далекую арену, в этот далекий Минск. И сейчас здесь с нами создает историю. Давай поговорим, собственно, о этом турнире. Я на самом-то деле думала, что у вас все сложится немножко получше, по правде говоря. Я думаю, что ты тоже об этом думал, предполагал, надеялся, ставочки делал какие-то на себя. Рассказывай, что все-таки пошло не так, может быть, подробно в играх, в каждой игре. Сиди. Я и так могу. Ну, проиграли мы действительно обидно. Игру с секретами отдали мы. Игру с Вегой я вообще не знаю, как это назвать. Но там действительно была большая сумма. 34 тысячи. Да. Это, пожалуй, небольшая сумма только в белорусских рублях. А просто, 34 тысячи голды в доте преимущества, это, наверное, действительно очень-очень много, и надо сильно постараться, чтобы не самыми плохими героями не сметь закончить эту игру. Но, наверное, на этом турнире с теоретической части, в плане количества героев, которые мы можем использовать в новом патче, и знания того, какие герои сильнее других героев, мы были сильнее, чем наши навыки именно практики с ними. Мы знаем, что есть кое-какие сильные герои, но недостаточно практики с ними, чтобы использовать их на 100%. И несмотря на то, что эти игры выигрывались довольно просто, все-таки где-то ощущалось то, что мы явно не доигрывали. И, возможно, это те самые поражения, несмотря на то, что они настолько обидные, которые нам необходимы для того, чтобы осознать определенные вещи и сконцентрироваться и работать над ними. Но, в целом, да, очень грустно. Это как будто бы ты уже выиграл, но судья сказал, не засчитано, трон не снесен. Я знаю это ощущение, да, бывает. Знаешь, вот из твоих слов ты сказала, что, мол, патч новый, мы не уверены. У меня складывается ощущение, что вообще весь этот турнир, он будет, не то что недостаточно объективным, но он, что ли, рандомный, потому что все-таки новый патч, все команды еще не могут показать полную свою, готовность и боеспособность. Получается примерно, что шансы, 50/50 у любой команды. Как ты думаешь, правильно или нет? Этот патч, наверное, посерьезнее в плане изменений, чем предыдущие были. Но в целом сейчас любые сезоны с мейджорами, они будут представлять из себя что-то вроде подготовки к мейджору в течение всего сезона. И кто лучше адаптируется, кто проработает больше стратегий к мейджору, у того будет реально больше шансов показать себя там и выиграть этот турнир. Но сейчас, если говоря о рандомности, то точно можно сказать, что ВЦА, который выиграли Альянсы, был относительно рандомный, потому что патч вышел буквально в день турнира, и там уже выходило, как выходило. Здесь все же прошел месяц, и несмотря на то, что месяц это и недостаточно много, чтобы познать все прелести патча. Возможно, даже 1 года не хватит, чтобы все изучить. Каждый раз будет появляться что-то новое. Но все-таки месяц – это приличный срок, чтобы наработать определенные стратегии. И, к примеру, те же ЕГЭ имеют ряд интересных стратегий. Мы с ними
немного практиковались, я точно могу сказать, что их понимание этого патча на данный момент, возможно, немного превосходит понимание остальных команд. Но это не значит, что они 100% всех выиграют. Все-таки общий уровень игры сейчас действительно очень высокий. И команды, которые не выигрывают чаще, чем остальные, все равно находятся чуть ли не в волоске от победы каждый раз. Поэтому явных аутсайдеров вот на топ-уровне дота-сцены сейчас, я думаю, нет. Патч должен, как ты думаешь, очень важно момент, в который выходит патч. Может быть, нужно патчи Valve выпускать, например, в период межсезонья, когда команды только там собираются, распадаются, или вообще вот не имеет значения когда, потому что вот на некоторых турнирах это может подкосить самые даже сильные команды. Вот выход нового патча, например, для китайцев каких-то. Ну, новый патч вроде бы вышел после недели или полторы после мейджора. Но перед ВЦА, на ВЦА. Да. Ну, возможно, было бы лучше, если бы новый патч выходил чуть ли не на следующий день после мейджора. Ну, или буквально в течение 3-5 недель, дней, недели, как раз-таки, когда начинается окно решафла и так далее. Возможно, были бы какие-то интересные решафлы, связанные с тем, что вот в этом патче, возможно, начинает там какой-нибудь Фурион вылезает, и все платят огромные деньги Бульдогу, чтобы выкупить его, чтобы он им завез мейджор следующий. Но все равно нет никаких гарантий, потому что Valve оставляет за собой возможность выпустить еще B, и C, и D патч, где, возможно, весь баланс и поменяется, и по факту это совсем не то, что ты ожидал в виде A патч. Но в целом, да, желательно, чтобы патч выходил быстрее. Но в этот раз тайминг относительно удачный, просто неудачный для одного турнира, для ВЦА. Уж так вышло, что по датам турниры в первую очередь ориентируются на крупные турниры, другие, чтобы не было состыковок с матчами, все могли приехать. А Valve со своими патчами обычно ориентируются на четверг. И чтобы у тебя там не было, в четверг будет патч. Поэтому Хорошо. Мы привыкли. Слушай, вот ты такой уже олдскульный игрок. Сейчас, вот последний год с входом этих мейджоров цена кардинально меняется. То есть у нас есть какое-то трансферное окно, у нас все более, возможно, понятно, там, что вот пройдет мейджор, будет там решафлы, пройдет второй мейджор, будет решафлы. Тебе вообще нравится вся эта система, вот во что сейчас превращается соревновательная дота? Не сказать, что система полна, очень много различных пробелов, которые хотелось бы в скором времени, чтобы как-то поменяли или обновили, или улучшили. Ну, даже система с трансферными окнами, она не совсем ясна. Уж слишком много вопросов возникает про этих запасных игроков. Можно ли их, каким образом их можно использовать? Можно ли приехать в команде 6 игроков и запасного выпустить на время одной серии? Не обязательно во время Best of 3 одну игру сыграл, ты не знаешь, грубо говоря, ничего. И нету никак... Вроде бы есть перспектива стать запасным игроком, но покажите мне пример запасного игрока, который какой-то себе профит вывел. Ничего, кроме того, что ты есть на сайте dota2.com, announcement, major, tournaments, бла-бла-бла, там команда, ничего этого нет, там просто твой никнейм. Хотелось бы, чтобы, если уж и есть запасной игрок, то пусть он будет на фулл-тайме в команде, и пусть он знает то, что вот меня выпустят на поле, тренер в меня верит, тренер меня выпустит на поле, я тренировал землю годами, и вот они знают, что они возьмут земелю, и типа я вот выхожу на поле, и сразу же менялось бы представление. Вот ты готовишься к какой-то команде, ты знаешь, что у них есть запасной игрок. Они могут выпустить запасного игрока, который и с ним они играют по-другому. И ты уже должен гораздо
больший объем работ сделать. Ну, как-то так. Не обязательно все должно уходить в это русло, но раз уж есть запасные игроки, возможно, надо что-то с этим продумать. А то, что ростеры лочатся, ну, это относительно правильно. Все-таки гораздо приятнее воспринимать название коллектива и ассоциацию с ними одних и тех же лиц, чтобы, ну, все это больше походило на сцену CSGO. Все-таки вот что-что, а мне кажется, я не являюсь частью комьюнити CSGO, но мне кажется со стороны, что все, что у них там с командами, все очень здорово, потому что одни и те же, ну не одни и те же лица, но очень много связок сильных игроков, они вместе долгое время. Вот, к примеру, наши поляки. Нипы, которые сейчас... Ну, бывает и такое, но Да, я поняла. в целом мысль понятна. Хорошо. 7-й игрок, или 6-й, 7-й игрок. Ты вообще представляешь, как можно тренироваться и как можно именно использовать 7-го игрока? Я не говорю про турнир, а вот просто мне не укладывается в голове, как это тренироваться. Сегодня ты не играешь, играет какой-то Гришка, там, 7К, а ты играешь завтра или как? Ну, ты не задумывался об этом? Нет. Я могу просто придумать какую-нибудь красивую историю о том, что у команды есть тренер, который продумывает систему тренировок и предлагает, например, сегодня вы будете вы пробовать будете играть с ним в связке и тренировать там определенную схему, которая у вас не получается по тем или иным причинам с другим игроком, а тот игрок получает выходной, отгул, и он на радостях идет отдыхать, и он отдохнул, и запасной игрок почувствовал себя частью коллектива и дал что-то новое команде. Ну, понятно, что на это уйдет гораздо больше ресурсов и времени, а профессиональные дота-игроки не всегда уделяют совместным тренировкам достаточно времени. Все же мы дети, и мы устаем играться с одними и теми же детьми. Мы хотим поиграться еще с кем-то, а вот нам надо играть только вот с нами, и мы начинаем драться за квадратный метр в песочнице, и выходят конфликты и усталость друг от друга. Иногда и тренировки совсем непродуктивные. И все в общем, не очень просто. И даже самые профессиональные игроки с точки зрения профессионализма, не то, что он тут получает зарплату или еще что-то, вот именно подход, имеющий самый профессиональный, все же, возможно, даже они иногда очень далеки от профессионализма. А что отличает профессионального игрока от непрофессионального? Скорее философский это уже вопрос. Но, наверное, самое простое определение – это подход к игре и как он ведет себя во время игры, как он ведет себя до игры, как он ведет себя после игры. И в первую очередь это проявляется, как реагирует на поражение. Ты проигрываешь, тебе обидно, но при этом ты можешь свою злость и обиду держать в себе или успокоить себя сам, не заводить других. Или ты можешь создавать проблемы и напрягать сильно окружающих тебя людей, не только команду, но и болельщиков, вводить это все на уровень, когда журналисты пишут злые блоги, что это вообще он делает и так далее. Ну, нужно контролировать свои эмоции, наверное, профессионалу в первую очередь. И иногда делать вещи, которые тебе не хочется делать. Ну, все-таки мне не нравится играть на этом герое, или мне не нравится вот так играть так. Ну, не надо так играть, потому что надо так команде. И ты это понимаешь и делаешь, и, наверное, ты в эти моменты ближе к профессионализму, чем ребята, ну я не люблю на этом герое играть, давайте мне вот этого героя, и я буду играть вот так вот, я хочу вот так. Вот это, наверное, менее профессионально. Это более ребяческий, эгоистичный подход. Ну, если ты, конечно, не Иисус в третьем поколении и не в одиночку выигрываешь всех, ну, тут, наверное, твоя команда не совсем права, что тебя не слушает с полуслова. Ну, как-то так. Много ли в твоей практике встречалось именно вот профессиональных игроков? Мне вот кажется, что ты один из таких серьезных парниш.
Много ли тебе встречалось таких же, как и ты? Не знаю, подход, ну, сейчас, наверное, я не играл в сторону Лэнви, но мне кажется, его подход к доте и тренировкам, в первую очередь индивидуальным, который он показывает на стриме, он максимально серьезный. Ну, просто складывается такое ощущение. Ну, так, да, если профессионализм рассматривать с первой точки зрения серьезного подхода к тренировкам, встречались и такие люди. Касательно меня, не знаю, это все было относительно периодами. Был помоложе, я очень часто не воспринимал какие-то игры всерьез. Сейчас не сказать, что я в этом плане как-то идеален. Ну, оставим мои проблемы при себе. Хорошо. А как ты воспринимаешь критику? Со стороны, даже вот не знаю, наверное, со стороны тиммейтов. Если критика присутствует, то, безусловно, я к ней так или иначе прислушиваюсь. Все крайне зависит от того, сильно ли я с этим не согласен, или, возможно, у меня допускаю мысли, что что-то где-то здесь не складывается. И если я сильно не согласен, то должен пройти какой-то конструктивный диалог, где я привожу свои доводы, мне приводят другие доводы. Но довольно просто, на самом деле, решать вопросы по количеству. Если несколько людей говорят одно, а ты говоришь другое, то имеет смысл задуматься о том, чтобы в крайнем случае пойти навстречу. Не обязательно менять свою точку зрения и бездумно считать, типа, ну, блин, это по-любому я не прав, потому что 2 человека или 3 человека сказали мне, что я не прав. Но задуматься и пойти навстречу, то, что для коллектива это гораздо важнее, чтобы... Ну, в чем смысл, если один человек будет считать по-своему и будет упираться, а 4 будут его просить, ну, блин, пожалуйста, не упирайся. Ну, это же был реально невкусный пирожок. Нет, пирожок был вкусный, давайте его все кушать, но мы не хотим его кушать. Ну, все такое. Понял. Нет, наверное, в этом плане я относительно адекватный, если можно как-то применить адекватность к такому роду вещам. Относительно. Все твои тиммейты адекватные. Да. Провокационный вопрос. Недавно в вашу команду пришел Silent. Что поменялось вообще в команде? Может быть, в игровой атмосфере, может, ну, именно непосредственно в игре. Какие изменения ты видишь? На самом деле, подумав так, отвечать на этот вопрос равносильно тому, чтобы рассказывать о проблемах, которые были в прошлом составе. И в целом ответить на этот вопрос, не задеть никого и не обидев, довольно трудно. И даже если бы случилось так, что, например, сейчас ситуация у нас гораздо хуже, чем она была там в команде, то это все равно равносильно тому, что я буду сейчас жаловаться на то, что вот, типа, все произошло плохо. И наоборот, если у нас сейчас все лучше, это значит, что до этого было все плохо. Пусть это останется относительной загадкой. Но что Ильдан, что Silent, они, безусловно, разные игроки, но все же они оба игроки высокого уровня. И то, что мы искали, это что-то новое, что, возможно, нас вдохновит. И мне кажется, пока что это работает, несмотря на то, что 34 тысячи денежных единиц – это недостаточное преимущество для того, чтобы закончить игру. Ну, ничего, это все фиксится. Я всегда верю в лучшее. Вообще, в целом, ты доволен ли выступлением себя, своей команды? То, как у вас сейчас все получается? Не, мы, безусловно, сыграли плохо. Не на этом турнире, вообще в целом. International, вот у вас последний год насыщенный, я бы сказала, хороший. Как ты его оцениваешь? Ну, не знаю, хотелось бы, безусловно, лучше. Могло бы быть и хуже, наверное. Не исключено, что есть гораздо более плохие места, и можно было выиграть гораздо меньше игр, но хочется большего.
всегда стараюсь стремиться к максимальному результату. И, ну, не сказать, что мы совсем рады. И сейчас, понятное дело, мы крайне не рады. Другое дело, как мы воспользуемся вот этим вот поражением. Научимся ли мы чему-то или придем мы к чему-то новому, только время покажет. Ну, наверное, вот этот вот мейджор в Шанхае он покажет через месяц уже с небольшим вроде бы. Наверное, так и отличаются профессиональные команды и нет. То, что профессиональные учатся на ошибках. Я думаю, все учатся на ошибках. Просто профессиональных команд есть преимущество над непрофессиональными командами. Профессиональные команды тренируются с профессиональными командами, с противниками примерно одного уровня. И этот уровень, он мировой. То есть лучшие стараются тренироваться с лучшими, а менее профессиональные команды, любительские команды, к сожалению, с ними никто не будет тренироваться, потому что это кот в мешке, а вполне возможно, там разница в каком-то скилле, она может быть колоссальным, и большинство тренировок какой-то действительно перспективной команды будут 20-минутки в одну сторону, где они попивают чашку чая в левой руке и играют одной мышкой. И выводы из таких игр часто делать трудно, и люди начинают расслабляться. Наверное, основная проблема – это то, что трудно добиться того, чтобы тебя знали достаточно, чтобы ты смог тренироваться с сильнее противниками. Знаешь, некоторые игроки утверждают, что ты один из лучших мидеров сейчас на данный момент. И я вспоминаю разговор с драмером, который, может, произошел пару месяцев назад, а может, на интернешнле, не помню, что ты играешь очень много времени. Прям вот чуть ли не больше всех сейчас уделяешь время доте. Так ли это? Не знаю. Наверное, это ерунда. Я точно не уделяю этому больше времени, чем остальные. По тем или иным причинам, но, наверное, это часто связано с тем, что я пытаюсь как-то поменять систему своих тренировок и с изменением, уделяя времени разным вещам, иногда начинаю путаться, и у меня начинает что-то крайне не получаться, а когда крайне не получается, тебе надо задуматься в первую очередь, не поиграть, а именно подумать головкой, что тебе не нравится, что у тебя не получается, почему это не получается. И так или иначе я очень много времени не играю, которое я в теории мог бы провести за игрой, несмотря на то, что это было бы не настолько эффективно. Местами, наверное, я играл много, но это далеко от какого-то идеального режима робота 15 часов в сутки. Нет. А что тебя мотивирует? Вот самый большой твой мотиватор или, может быть, стимул? Ну, наверное, я это вслух не могу сказать, потому что личное? Это будет слишком... Нет, я по определенным причинам не буду это говорить. Хорошо. Но, наверное, желание победить, именно достичь результата, оно превосходит мою нелюбовь к процессу монотонному тренировок и так далее. Как-то так. Понял. Хорошо, спасибо тебе за интервью. Удачи, успехов. Спасибо большое. Волшебную шапку наденешь? Спасибо большое. Спасибо. Не надел. Ну ладно. Заберу. Спасибо всем, кто смотрел, ребят. До встречи на нашем Дота-канале. Еще увидимся. Пока.